Привет, Сергей. Привет. Классно, что согласился снять этот обзор. Приветствую всех зрителей. Наверное, расскажи немножко о себе, совсем чуть-чуть. Я вообще разработчик. Интересуюсь электротранспортом уже достаточно давно, разным. Начинал, вообще говоря, с электросамоката довольно мощного. Всегда нравились велосипеды, но при этом не нравилась посадка на обычных велосипедах. Есть классические проблемы. Натирает известные места, болит спина, руки напрягаются, особенно если ехать далеко. Соответственно, я сидел в тренажерном зале на тренажере, который тоже сайкл, но крутишь ногами вперед. И подумал в этот момент, а почему я не еду также на велосипеде? И начал искать в интернете, есть ли такие велосипеды. Оказалось, что есть. Начал перебирать различные модели, трайки, легерады различных форм и расцветок. И наткнулся на Flevo. Он меня, собственно, заинтересовал простотой конструкции и некоторой элегантностью решения. Нашел его легко? Ну, в смысле, купил. Это тоже проблематично было. Производитель уже их не делает достаточно давно. Соответственно, это остатки со складов. И продается он не в виде сборного велосипеда, а в виде комплекта рама, седло и вилки. Дальше уже навешиваются комплект велодеталей стандартных от обычного велосипеда, того вида, которого хочется владельцу. Но да, новые такие рамы уже не делают, соответственно, если где-то получится ухватить вдруг на eBay с рук или остатки со складов, то это удача. Про компанию не так много информации, потому что делали они их еще, начали делать в 90-х, я так понимаю, закончили где-то в начале 2000-х или раньше. Я, соответственно, покупал его через дистрибьютора, у которого... дистрибьютор — это громко сказано, это просто люди, у которых был доступ к складу с остатками рам, и они привозили с доставкой эти рамы. И вся информация, которую я получил, это от этих ребят, которые занимались перепродажей. К счастью, была возможность посмотреть его в действии, но главная проблема легерадов, когда смотришь на них в действии, их невозможно попробовать. Потому что есть некоторый порог вхождения после обычного велосипеда. Ехать получается у разных людей по-разному, но от нескольких часов до нескольких дней. Тут как повезет, особенно учитывая не совсем стандартную схему управления с рулением ногами. Здесь вообще требуется свой мозг значительно переучивать. Эта компания, она в Москве базировалась? Она вообще существует еще? Я даже не проверял уже последние несколько лет. Я покупал его 4 года назад. И это, да, сложно назвать это прям компанией. То есть у них есть сайт, это несколько человек, которые налаживали поставки из Европы, а теперь с поставками из Европы, понятное дело, некоторые проблемы. Так что вряд ли они уже сейчас что-то возят. Расскажи уж про этот интереснейший аппарат. Тут, я думаю, стоит подойти к рассказу с исторической перспективы. Как итеративно он улучшался и дорабатывался до текущего состояния. Собственно, что из себя представляет Flevo в базовой комплектации? Это рама, которая сгибается посередине. Собственно, вот этот механизм. И руление осуществляется ногами, можно фактически без рук ехать и управлять им без всяких проблем. Рама с двумя вилками. Вилки вроде как с подвеской, но по факту эта подвеска представляет из себя вот такие эластомеры. Такой же эластомер стоит для того, чтобы рама не сгибалась излишне. И сзади стоял такой же эластомер вот здесь вместо этого амортизатора. Я его заменил, как видно, несколько перестарался, возможно, с пилением вилки, но работает все в итоге неплохо. Здесь у рамы есть несколько интересных моментов. Во-первых, если внимательно на нее посмотреть, становится понятно, что это обычный квадратный стальной профиль. Причем достаточно толстый. То есть ребята, когда проектировали велосипед, заложили в него прочности, дай бог. 40 на 40 стальной профиль из то ли 1,5-миллиметрового, то ли 2-миллиметровой стали. Тут выдержать он может раза в 3 больше, чем здесь он нагружается. Но это зато позволяет достаточно небольшими усилиями и некоторым умением сварки повторить большую часть рамы из достаточно распространенных стандартных стальных
профилей. Я поездил один сезон в стандартной комплектации, то есть без электромотора, без ничего, с обычной велосипедной звездочкой поменьше, чем это. Это было комфортно, но сразу возникло несколько проблем. Они стали очевидны после нескольких достаточно долгих поездок. Во-первых, проблематично стартовать в горку. Это в целом проблема легерадов во многом, особенно с таким управлением ногами. На самом деле Флево не уникален, конечно же, это называется Moving Bottom Bracket подход или Python Recumbent, их еще называют много разных названий. Но идея одна и та же, что руление ногами, соответственно, при старте прилагается достаточно большое усилие на педали, и рулить сложно. Соответственно, стартовать в горку крайне проблематично. Вторая проблема при старте в горку – это передний привод при разгруженном переднем колесе. На достаточно большом уклоне, да, в горку он начинает проскальзывать, и поехать вообще невозможно. Особенно если это гравий или песок, или еще какая-то поверхность с недостаточным сцеплением. Что я решил по этому всему поводу делать? Электрический транспорт мне тогда уже был интересен, я ездил на электрическом самокате и подумал, что можно же и сюда добавить электромотор. При этом за счет электромотора решить сразу несколько проблем. Кроме старта в горку, у всех легерадов по сравнению с обычными велосипедами есть сложность с заездом в горку, даже когда уже стартовал, поскольку ты не можешь встать на педали своим весом. Если ты олимпийский спортсмен, конечно, это не проблема. На самом деле на легераде можно выдать даже большие усилия, чем на обычном велосипеде, потому что ты можешь распереться между сиденьем и педалями. Но нужно иметь весьма атлетичные ноги для таких целей. Соответственно, в горку порой момента не хватало. И я решил, что мотор мне решит сразу проблему и со сцеплением на переднем колесе, потому что я поставлю мотор назад, и у меня получится полноприводный гибридный велосипед. Это же позволит мне стартовать в горку, и это же позволит мне заезжать в горку, опять же, комбинируя усилия ног и мотора. На второй сезон пользования велосипедом я уже подготовился, купил комплект электрификации. Если не ошибаюсь, это называлась фирма «Медведь», опять же, в России. И он фактически из преимущественно китайских комплектующих мотор-колесо было «Медведя», а все остальное, контроллер, батарея, различные курки газа, ручки тормоза, все это было уже от китайских производителей, фактически no-name. Поставил этот комплект, и он буквально оживил этот велосипед, сделал его из нишевой штуки абсолютно универсальным велосипедом, поскольку можно ездить и на дальние расстояния, и по городу стало комфортно, потому что маневренность за счет мотора сильно повысилась. Казалось бы, каким образом маневренность за счет мотора повышается? У тебя появляется возможность в резких поворотах поддать газа заметно, за счет чего маневр получается более стабильным, и не нужно в любой момент времени крутить педали, чтобы поддерживать стабильность. Можно комбинировать педальную тягу с мотором, и это дает гораздо больше возможностей по маневрированию в городе. Отсюда в городе стало кататься суперкомфортно. Изначальная конфигурация Флево, она немножко обогнала свое время, поскольку она практически требует наличия мотора для комфортной езды. На нем можно ездить без мотора, но это проблематично, неудобно, местами сложно, по городу некомфортно. Из-за этого это делает стандартный Флево неэлектрифицированный очень нишевым. Если бы Флево изначально продавал эти велосипеды с мотором, возможно, у них все было бы гораздо лучше. Но теперь, откуда же мы можем теперь знать, как бы оно у них было? Второй сезон вроде бы все было супер с велосипедом, с электрикой, но, естественно, идеал, он всегда недостижим. Какие возникли проблемы? Во-первых, мотор-колесо «Медведь» было достаточно мощное. Оно рассчитано, по-моему, на 1,5 киловатта, может быть, даже на 2, в зависимости от напряжения. И при этом достаточно толстое. Из-за того, что оно было достаточно толстое, возникла неожиданная проблема: не влезал суппорт дискового тормоза. Цеплял колесо. Флево предусмотрели крепление для вибрейков, к счастью для меня, но эти вибрейки чуть позже нанесли мне ответный удар. Соответственно, я заменил задний дисковый тормоз на вибрейки. Торможение работало, но это вибрейки. Кого мы обманываем, у них есть определенные проблемы. Мощности, по большому счету, хватало, но сильно не хватало
рекуперации. И наиболее заметно это стало, когда я пробовал ездить на большие подъемы и, как следствие, большие спуски длительные. На спуске здесь как раз с БАО я старательно чередовал передний и задний тормоз, знал, что все может перегреться, это длительный спуск, надо быть аккуратным. И тормоза, в принципе, работали нормально. Но у e-брейков есть особенность. Они нагревают диск при работе. Дисковый тормоз нагревает только сам диск дискового тормоза, а вибрейки нагревают обод. И из-за нагрева обода у меня на ходу, причем на достаточно неплохой скорости, взорвалась покрышка задняя. Благо, никаких значительных повреждений я при этом падении не получил. Да и велосипед тоже, к счастью, их не получил. Но пришлось потом его эвакуировать достаточно проблематично. Сложно найти машину, которая готова его в себя запихать. Пришлось частично разбирать. И я понял, что ездить по серьезным склонам на вибрейках и без рекуперации явно не вариант, после чего начал искать способы решения этой проблемы. Старый мотор у тебя без рекуперации из-за чего? Из-за контроллера. Контроллер был достаточно простой. Это был такой же Direct Drive мотор, то есть теоретически рекуперацию он поддерживал, но контроллер это не поддерживал, как следствие дисплей это не поддерживал. Пришлось бы поменять в любом случае все комплектующие, а мотор при этом оставался бы таким же большим, тяжелым, что это не имело никакого смысла, лучше было менять комплект весь целиком. Я уже знал на тот момент про GreenTech, канадскую компанию, которая известна в первую очередь по Cycle-аналисту, компьютеру для электровелосипедов, который они уже производят какое-то достаточно солидное количество лет, что видно по его внешнему виду. Он уже достаточно устаревший по современным меркам внешне, но при этом внутри огромное количество функций, настроек, и он, чего уж там говорить, идеален просто для энтузиастов электротранспорта, которые готовы немножечко под себя все закастомизировать. И оказалось, что кроме этих компьютеров они производят также и мотор-колеса, и контроллер. Со всеми нужными мне функциями. С рекуперацией, с возможностью ассиста, с датчиком в педалях, с более легким колесом. Соответственно, к третьему сезону, или уже к четвертому даже, я потерял немножко счет, я заказал себе этот комплект. Неожиданно быстро доставили его из Канады сюда, в Казахстан, и в целом потребовалось доработать немножко крепление, естественно, различной электроники. Здесь можно заметить, что на 3D-принтере напечатаны корпуса дополнительные, стойки, но зато после установки мотор-колеса стало сразу возможно без каких-либо доработок поставить нормальные дисковые тормоза назад. Сразу же вместе с комплектом электроники был bottom bracket, я, кстати, не знаю, как по-русски правильно называется, каретка, с мощемером, который на самом деле кардинально изменил удобство тоже катания на этом велосипеде. Фара заодно с подключением напрямую к батарее, кнопочкой на руль. В итоге в этом сезоне я продолжаю активно все это дорабатывать, делать аккуратнее. Вот периодически скрываю какие-то провода, оптимизирую, они проведены внутри рамы. Сейчас активно работаю над тем, чтобы контроллер поудобнее расположить, чтобы с ним было удобнее работать. И даже написал небольшое приложение для микрокомпьютера, который я добавил, опять же, в этот корпус, который считывает телеметрию с Cycle-аналиста и позволяет на телефоне ее показать. Из дальнейших доработок есть амбициозный план по добавлению солнечной крыши. Уже есть комплектующие, но пока нет четкой идеи, как бы хорошо здесь крышу закрепить, поскольку у Лигерада такой комплектации есть очевидная проблема. Некуда прикрепить крышу на передней части. Соответственно, нужно изобретать что-то, либо очень основательное крепление сзади, либо некий держатель посередине здесь, который будет перед глазами маячить. Соответственно, с этим предстоит еще
разобраться. А так, конечно же, мелких оптимизаций куча. Wi-Fi сюда был добавлен с LTE-модемом, так что велосипед ездит, раздает интернет еще. Не является какой-то необходимой фичей, но скорее просто из любви к искусству было сделано. Можно дальше пойти по деталям просто с самого носа велосипеда. Здесь все достаточно просто. Фара, которая работает прямо от напряжения батареи. Я ее заказывал вместе с комплектом от Green, но по большому счету подойдет любая фара с Алиэкспресса. Это тоже не их производство, это тоже китайская фара. Она работает от любого напряжения от 24 до 72, по-моему. И самый главный ее плюс — это то, что у нее есть выносная кнопка проводная на руль. Я провел провода внутри рамы. Здесь же есть клеммник, который разводит силовые провода от батареи на всех остальных потребителей, на контроллер, на преобразователь напряжения, на электронику, на фару. Таким образом, все это скрыто в этой коробочке. Там, на самом деле, сейчас даже избыточное место, поскольку раньше там жил контроллер от мотор-колеса «Медведь». Дальше каретка. Каретка, опять же, китайская, можно заказать с Алиэкспресса, не помню сейчас конкретную марку, но по большому счету есть огромный выбор этих кареток с мощемером. Они все также с проводным подключением. Важно, чтобы контроллер, к которому хочется это подключать, имел возможности считать сигнал. То есть это не просто пас-сенсор стандартный, который считывает скорость вращения педали через несколько магнитиков. Там измеряется именно усилие нажатия на педаль вместе со скоростью вращения, что позволяет контроллеру рассчитать мощность, которую велосипедист вырабатывает, и в нужной пропорции, которая задается на дисплее и на кнопочках с руля, в нужной пропорции компенсировать мощность велосипедиста мощностью двигателя. Эта каретка дает более плавное ускорение. Да, она более предсказуемо позволяет стартовать даже без курка газа, поскольку каретка с магнитами имеет следующую проблему. Если даже магнитов достаточно много, обычно там бывает 6, может быть 12 магнитов, но очевидно, что пока педали проворачиваются между магнитами, сигнал не возникает. А обычно для того, чтобы сигнал о вращении дошел до контроллера, нужно, чтобы она хотя бы парочку магнитов прошла. Отсюда невозможно с помощью ассиста стартовать с места. Нажимаешь на педаль, но каретка еще не задетектила это вращение. Здесь же, поскольку есть мощемер, при старте с места достаточно совсем небольшого движения педали, и контроллер уже понимает, что надо ехать. На самом деле киллер-фича, одна из основных вещей, которые меня супер радуют после обновления на этот контроллер, это то, что можно ехать с ассистом пропорциональным, вообще убрав руки с руля, и максимально комфортно это делать. Также позволяет пропорционально регулировать регенерацию, рекуперацию, но это мы дальше поговорим. Передний привод как? Да, передний привод абсолютно стандартный от обычного велосипеда, там Shimano, внизу переключатель скоростей. Я думал о том, чтобы поставить втулку со скоростями, но я хотел это сделать вместе с комбинацией с ремнем, с ременным приводом, просто чтобы не было цепи, чтобы это было менее шумно, чтобы проще обслуживать, не нужно было чистить цепь. Но возникает проблема, что ременные приводы требуют натяжения при наличии подвески. А здесь подвеска хоть и из эластомера, но все-таки присутствует. Соответственно, вилка имеет некоторую свободу движения, и ременной привод невозможно без натяжителя применить. Натяжителей стандартных для ремней я не нашел. В общем, вдруг, если, кстати, кто-то из вас смотрящих знает, как такое организовать и подкинет ссылки на комплектующие, я буду благодарен. Но несколько часов гугления мне не помогли в этом вопросе. Но единственное, у тебя звезда вот 60. Да, звезда очень большая, поскольку колеса маленькие, и требуется повыше передаточное число, чтобы поддерживать какую-то нормальную скорость. Поскольку я на этом велосипеде не только в горы езжу, но бывает и где-то на ровных, длинных трассах перемещаюсь, нужно иметь возможность поддерживать скорость, хотя бы 35, а порой и 40 с педалей. И без такой звезды это вообще невозможно с такими маленькими колесами. То есть здесь передаточное число вздернуто до максимума.
Колеса у тебя 20-е. Да, это 20-е колеса. Тут же надо заметить, что у Flevo есть еще модель Flevo Racer, модель рамы, по сути, которая сделана под 26-е колеса. И, как видно из названия, она больше заточена под то, чтобы ездить быстрее и по дорогам. Подразумевается, что на Flevo Racer ставятся более узкие колеса, на нем сложнее ездить по городу, на нем сложнее ездить по какой-то более-менее пересеченной местности, поскольку передней подвески нет. Зато больше колеса, лучше накат, проще поддерживать высокую скорость. Какая скорость на этом у тебя максимальная, на приводе мускульном? Я разгонялся с педалей где-то до 44, насколько я помню, но это уже, надо сказать, немного страшно с такой посадкой, поскольку довольно быстрое вращение педалей требуется уже для такой скорости, и отсутствует ощущение стабильности. В плане скорости стоит сразу сделать отвлечение. Я спускался, когда с Mideo, еще когда у меня не было рекуперации, я разгонялся до очень больших скоростей. По спидометру было где-то 55-60 км в час, и вот это было по-настоящему страшно. Дело в том, что одно из важных преимуществ вообще всех легерадов – это лучшая аэродинамика. На велосипеде аэродинамика начинает иметь значение где-то после 40 км в час. Соответственно, на обычном велосипеде после 40 уже ощущается сопротивление воздуха при спуске, а на 60 это сопротивление уже заметно замедляет ездока. Здесь же это сопротивление сильно ниже, поэтому при спуске без торможения, без рекуперации с какой-то значительной горки он мгновенно разгоняется до очень больших скоростей, и без рекуперации практически невозможно. То есть я ехал с этой горки, и, естественно, там тоже были другие велосипедисты на обычных велосипедах, на шоссейниках с тонкими колесами, большими, все из себя легкие, оптимизированы, но на обычном накате легерат их обгоняет без проблем. Просто за счет аэродинамики на больших скоростях. Что дальше по комплектующим? Достаточно очевидная батарея. Батарея ничего особо интересного из себя не представляет. Это 48 вольт, я уже даже не помню, то ли 18 ампер-часов, то ли 20. Опять же, стандартная китайская. Важно, что ее можно снять, здесь ключом открыть замок и легко отсоединить от рамы, если нужно, например, зарядить ее где-то без велосипеда. Это делается быстро, удобно. Там, скорее всего, 18650 элементы, да? Наиболее вероятно. Я не разбирал, и спецификации нет. Как обычно, китайские батареи состоят из магии. Но работает неплохо. И на достаточно большие расстояния завозит. Собственно, даже без рекуперации мне этого хватало, чтобы заехать здесь на БАО. Это перепад 2,5 километра и 60 километров туда-обратно. Спуск, понятное дело, батарея не особо расходует, но, тем не менее, там порядка 35, наверное, километров вверх. Впритык хватило. С рекуперацией же все гораздо лучше, и особенно с пропорциональным усилием на моторе, когда он компенсирует усилия на педалях, можно гораздо более экономно расходовать батарейку, и у меня получалось на тот же Mideo заехать, не знаю, сколько это в процентах батареи, но я не просел даже ниже номинального напряжения, то есть у меня было там 54, когда я стартовал вольта, и наверху было 49. Когда я вернулся в город, было уже 52 вольта на батарее за счет рекуперации. То есть рекуперация очень эффективна. Я на самом деле сам не ожидал, насколько эффективно она заряжает батарею и сколько энергии позволяет сэкономить, если не стесняться покрутить педали. Дальше по деталям, которые мы здесь наблюдаем. Жучок, который сегодня нас преследует почему-то. И корпус для различной электроники. Я его использую просто, чтобы скрыть, опять же, ворох проводов, поскольку с проводами, проведенными внутри рамы, невозможно никак работать, разъединять, соединять. Все соединения, они скрыты здесь. Клемники, различные коннекторы. И отсюда они уже выведены к сайклоаналисту, в который идет, соответственно, все вообще. Провод от контроллера, провод от педалей, тормозные концевики здесь, газ, кнопки управления. В общем, целый пучок проводов здесь вот в этом корпусе скрыт. Опять же, его напечатал, все стало сильно более эстетично. Довольно интересное решение получилось с этой стойкой. Изначально у меня
дисплей в первой версии стоял вот здесь на контроллере, практически прилеплен к нему был, на аккумуляторе. Но это было неудобно. По какой причине? Он достаточно далеко от головы ездока. Тут видно по расстоянию, что голова здесь, дисплей здесь. Он маленький, и на ходу не очень удобно было считывать с него какие-то показатели. Там же у меня было крепление для телефона, и если на этом телефоне открыть, скажем, навигацию, то навигацию с такого расстояния читать тоже крайне неудобно. Соответственно, когда я уже делал крепление для нового дисплея, он меня практически вынудил отказаться от расположения его здесь, поскольку банально ширина не позволяет, ноги цепляются за него на ходу. Я придумал вот это решение со складывающейся стойкой. Почему она вообще складывающаяся? Ну, все достаточно просто. Когда она в таком положении, сесть неудобно. Ну, не то чтобы невозможно, но крайне неудобно садиться. Соответственно, стойка складывается к аккумулятору. Удобно можно сесть вот таким вот образом. Сесть и стойку обратно сюда вернуть. Да, у нее присутствует некоторая вибрация, поскольку это пластик. Я, возможно, потом доберусь сделать ее из металла. Но, по большому счету, эта вибрация не мешает считывать информацию. Как показала практика, я уже достаточно много проездил в этой конфигурации. И телефон, опять же, если его сюда так закрепить, отлично считывается и при этом еще и позволяет снимать вперед, снимать в лицо, хоть видеозвонки проводить на ходу. Что я, кстати, тоже уже один раз делал. Для того, чтобы печатать все эти детали на 3D принтере, я смоделировал большую часть рамы в 3D редакторе. Соответственно, чтобы понимать их габариты и иметь возможность проектировать какие-то новые детали, вроде этих держателей, корпусов, стоек для фары и прочего. Ну и заодно у меня есть, соответственно, 3D-модель всей рамы. Но я, вообще говоря, планирую, когда сделаю окончательные версии, пригодные к публичному доступу, куда-нибудь их выложить, возможно, у себя на сайте, возможно, где-нибудь рядом с софтом для как раз считывание телеметрии с Cycle-аналиста. Руль стандартный велосипедный, вообще ничего интересного из себя не представляет, просто самая какая-то дешевая прямая штуковина, но на него навешано всякого разного всего. Ну, собственно, переключатель скоростей шимановский, ничего необычного, это кнопка для фары. Фара, кстати, с двумя режимами, там дальний, ближний, и зачем-то даже в нее засунули адаптивный режим, когда она включается автоматически при недостаточной освещенности. Зачем они это сделали, я не знаю, но режим есть, прикольно. Перейдем к левой стороне руля. У нас здесь есть курок газа, который позволяет стартовать удобно, в каких-то сложных ситуациях маневрировать эффективнее, поскольку ассист — это хорошо, когда ты едешь равномерно, спокойно, а курком газа можно выйти из какого-то неудобного положения при необходимости. Или, например, если требуется заехать в очень крутую горку и нужно все там 1,5 киловатта мотора вкрутить в эту горку, например. Но более важно, рядом с курком газа здесь есть кнопочка управления режимами контроллера. Она переключает то, что отображается на нем. Он может всю свою телеметрию выдавать, и мощность педали, и мощность мотора, все температуры, скорость вращения, режимы торможения и прочее. Но что более важно, можно на ходу переключать пропорцию, в которой компенсирует мотор мощность педалей в диапазоне от 20% до 400%. 400% это на самом деле даже избыточно, это слишком мощно. И в стандартной эксплуатации не требуется. Я даже в самые крутые горки заезжал с помощью в 200%. И если эту кнопочку нажимать в другую сторону, в сторону понижения, постепенно помощь в кручение педали переходит в сопротивление, то есть включается постоянный режим рекуперации. Он полезен на спусках и позволяет компенсировать даже очень крутые спуски. Я ехал с Медео вниз до города порядка получаса и не притрагивался к механическим тормозам, только регулировал эту степень рекуперации, ехал вниз, заряжал батарею приблизительно на 300-400 ватт, а если спуск особо крутой, там и все 600 получается. При этом порой можно даже докрутить педалями, чтобы увеличить заряд батареи, что позволяет, вообще говоря,
нивелировать неровности на своем пути. Соответственно, при подъеме вверх ты крутишь 200 Вт, а мотор добавляет тебе 700. При спуске вниз ты снова-таки крутишь 200 Вт, но заряжаешь этим свою батарею. И на спуске ты теряешь гораздо меньше заряда, что позволяет намного больше проехать на одном заряде батареи. Дальше, продолжая по ходу движения велосипеда, у нас кресло. Кресло, опять же, очень большой вин у Флева, на мой взгляд. Оно было вместе с рамой куплено и очень удобное субъективно. Во-первых, само кресло эргономичное весьма. Это такой цельный кусок пластика, который прикреплен в двух местах к раме. Сразу в комплекте был подголовник. Подголовник тоже очень сильно решает в плане комфорта. При долгой езде можно спокойно положить голову, шея отдыхает. Что очень важно, это вот эта подкладочка, или не знаю, как это правильно назвать, из материала Ventisит, тоже была в комплекте с рамой. Этот материал крайне здорово себя показал. Главное его свойство в том, что он достаточно плотный, соответственно, он обеспечивает некоторую мягкость сиденья, но при этом не продавливается полностью, обеспечивая воздушную подушку между ездоком и непосредственно самим пластиковым сиденьем. Из-за этого спина гораздо меньше нагревается и потеет, что супер важно в длительных поездках. Материал такой, он похож на мочалку, но очень жесткий ворс пластиковый. Просто это из какой-то лески как будто этот ворс. И, соответственно, он вывернут. И поэтому ворсинки друг друга как бы фиксируют. И таким образом ему придается форма. Да, он эту форму в итоге сохраняет. Насколько я понимаю, можно заказать себе этот материал. Опять же, не знаю, насколько проблематично будет с доставкой, но из него часто делают уличную мебель и прочие места, где хочется сохранить устойчивость к погоде, но при этом обеспечить некоторый комфорт сидения. Амортизатор, тот самый, про который я рассказывал в начале, который был переделан из оригинальной подвески Флева. Подвеска Флева, она, конечно, до некоторой степени обеспечивала амортизацию, но из-за эластомера был очень короткий ход этой подвески. Соответственно, нельзя сказать, что она пробивала, она скорее не компенсировала жесткие удары. И в целом после замены на полноценный амортизатор ездить стало гораздо мягче, но тут стоит заметить, что не все идеально тоже. Конкретно с этим амортизатором его надо будет еще, скорее всего, регулировать, либо, может быть, менять на другой. При сильных просадках амортизатор начинает цеплять за колесо, поскольку верхняя часть рамы складывается вниз, амортизатор начинает цеплять за колесо. С этим, конечно, нужно будет еще как-то бороться, возможно, переделывать вилку целиком, но до этого я еще не добрался. С другой стороны, относительно нас, зато со стороны той камеры здесь есть коробочка, которую я недавно напечатал для контроллера. И опять же, это пример того, как не самые лучшие идеи придется потом еще дорабатывать из-за того, что контроллер в этой коробочке перегревается при длительных подъемах, например, и автоматическая система начинает снижать мощность. Очень хорошо, что, опять же, ребята из Green это заложили в контроллер. То есть контроллер не портится от перегрева, а просто начинает все меньше и меньше мощности выдавать, и в конце концов просто вырубается, не нанося себе никаких критических повреждений. Также вместе с рамой железный багажник, на который я сейчас повесил сумку от Тупик. Но, в принципе, багажник достаточно стандартный. Сюда можно любые кофры, сумки вешать, велосипедные, походные. Причем достаточно много места здесь еще остается. Я думаю, если я доберусь до более дальних поездок, нужно будет здесь дополнительных сумок навесить. Как по классике, последнее, но от этого не менее важное. Мотор-колесо. Я заказывал его сразу в сборе, просто чтобы меньше париться со спецованием. Так что сразу привезли от Грина его в сборе. Что здесь необычного? Поскольку это мотор-колесо с рекуперацией, мы уже не можем рассчитывать на сопротивление паза оси. То есть обычно у нас есть у мотор-колеса ось сточная, которая в прямоугольный паз здесь вставляется и за счет этого не проворачивается. Но так как рекуперация генерирует значительные усилия на эту ось, как при разгоне, так и при торможении, Green в стандартной комплектации добавляет вот такую
такой рычаг, торк-арм у них это называется, который фиксируется дополнительно за вилку. И, соответственно, весь момент от торможения или разгона переносится на этот рычаг, поскольку он длинный, получается большой рычаг. И сопротивления здесь достаточно, никаких проблем, никаких перегрузок на ось не происходит. С другой стороны, стандартный дисковый тормоз шимановский, ничего особо интересного. Ну и, что опять же ценно, от мотор-колеса идет единый кабель силовой, контактный, в котором и датчики температуры, датчики оборотов, и силовые кабели, все объединено в единый водонепроницаемый коннектор, который соединен таким же одним кабелем с контроллером, и отсюда нет никаких дополнительных лишних пучков проводов и прочей неаккуратности. Коннектор вообще супер качественный. Тут отдельное Гринам спасибо за его изобретение. Насколько я понимаю, коннектор их собственного производства, то есть это не что-то стандартное. Основные плюсы канадского мотора и минусы. Ну, плюсы, собственно, это рекуперация. Достаточно большая мощность при весьма небольшой массе. Как я говорил, предыдущий мотор весил около 8 с небольшим хвостиком килограмм, этот весит 4. Соответственно, в комплектации с ободом покрышкой, 4,5 может быть. Сильно снизило вес велосипеда, прям ощутимо, поскольку периодически его все-таки нужно поднимать, куда-то перетаскивать. Мощности хватает для заезда в любые горки с моей массой. Мощность пиковая здесь порядка 1,5 киловатт при 48 вольтах и гриновском контроллере. Вообще говоря, я так понимаю, что на более мощном контроллере или более высоком напряжении можно и побольше получить из этого мотор-колеса, поскольку при всех моих подъемах, при выкручивании его до 1,5 киловатт, оно все равно не нагревается выше, чем 50, 55, там 58 градусов, по-моему, у меня был максимум, что сильно далеко от его температур снижения мощности, поэтому запас там явно присутствует. Вот такой подъемчик. Мотор, говоришь, 40 градусов, да, сейчас нагрелось? Да, мотор еле теплый, учитывая жару. А вот контроллер горячий. Ну и приятная вещь, что на этом моторе пропечатана мощность 250 ватт. Да, они печатают Sustained Power 250 ватт. Что имеется в виду, не важно на самом деле, что они, наверное, имеют в виду под этим, как это измерялось, но важно, что это позволяет успокоить регуляторов в некоторых странах, где есть ограничения на мощность мотора. Опять же, тут стоит заметить, что я ни в коем случае не призываю носиться на электромоторах быстро по тротуарам или пешеходным дорожкам. И я сам редко в городе езжу больше 30, и то по велодорожкам, выделенным для этого. Другой вопрос, что мощность мотора очень важна при подъемах, и 250 ватт, настоящие 250 ватт, конечно, никуда вас не завезут. Вообще и перегреются быстро, и мощности не хватит, и так далее. Минусы какие? Ну, пожалуй, главный минус этого мотора – это его стоимость. Потому что, по факту, если смотреть на моторы прямого привода, то гриновский по сумме характеристик, пожалуй, самый лучший из них. Но весь комплект обошелся в 2024 году, весь комплект с контроллером и дисплеем обошелся в $1500. Сам мотор из этого, не помню точно, что-то то ли 700, то ли 800. То есть это достаточно дорогие моторы. Потому что канадская сборка, доставка из Канады, все это весьма недешево. Но если вы хотите максимум производительности, или даже скорее максимум эффективности, потому что более мощные моторы, безусловно, существуют, скорее максимум эффективности, то других вариантов практически нет. Ну и стоит здесь упомянуть про общий недостаток любых моторов прямого привода. Они не могут ехать без сопротивления. То есть мотор всегда создает некоторое сопротивление качению. Его можно оценить, ну, наверное, где-то в ватт 15-20, может быть, мощности при свободном ходу. Соответственно, если крутануть колесо, можно даже провести эксперимент, если мне сейчас получится это сделать, то оно довольно быстро останавливается, вот видно, потому что мотор создает сопротивление. Обычное колесо без Direct Drive мотора, оно будет еще достаточно долго крутиться. Но по субъективным ощущениям
это не создает большого сопротивления при езде. И, что интересно, Green в настройках контроллера позволяет включить так называемый виртуальный режим свободного вращения, где мотор компенсирует именно то сопротивление, которое он создает, чтобы ощущалось как колесо без мотора. Самообман некоторый, но почему бы и нет. Я смотрел сайт производителя, и там очень много разных, так сказать, проставок. У тебя тоже полая ось там идет, которая вставляется? Да, кстати, забыл про это рассказать, это тоже очень важный момент. Вообще говоря, мотор же называется Green All Axle Hub, то есть мотор для всех осей. Естественно, они не делают вариации для всех осей, просто в самом хабе нет оси. И можно за счет различных адаптеров вставить его под разные длины осей, под разные типы осей. То есть это может быть как сквозная ось, когда отверстие в вилке цельное, и ось вставляется через это отверстие насквозь. Либо, как здесь, это Quick Release, быстроразъемная ось, я не знаю, как она опять же правильно переводится на русский, которая позволяет легко снять колесо, разжав эксцентрик на другой стороне. Соответственно, этот хаб адаптируется под любые оси, и, насколько я знаю, планируется даже под фэтбайковские оси выпустить версию, но там, естественно, адаптер требуется немножечко поосновательнее. Но я видел на сайте, что под переднее мотор-колесо есть, под фэтбайк. Возможно. Под заднее что-то я не увидел на сайте. Ну, они постепенно разрабатывают новые вариации. Ну что ж, Сергей, спасибо за обзор. Желаю тебе удачного дальнейшего апгрейда. Спасибо. Задавайте вопросы. Буду рад ответить в комментариях. Пообщаемся, обсудим. Давайте какие-нибудь предложения, как здесь закрепить крышу. Это тоже очень приветствуется. Ну что, какие инструкции? Собственно, что главное в начале? Освоить, естественно, как с любым новым транспортным средством, торможение. То есть начать чуть-чуть трогаться, лучше с электрокурком, и поостанавливаться, чтобы понять, как это происходит. И затем уже стартовать с курком и пробовать прокрутить педали. Здесь мозг будет сопротивляться и пытаться рулем управлять, но вот надо его останавливать и рулить ногами. Но это, естественно, может получиться не сразу, тут как пойдет. Попытка номер раз. Не-не-не, нога спереди руля. Ага. Так. Вот так сначала попробуем. Не разгоняйте сильно. Понятно. Так, все. Я забыл про тормоз. Да. Все-таки два как-то. А это вообще практически невозможно, если что, на месте на нем стоять. Но если что, я тебе не просто так говорил, что обычно у людей уходит час, там, два на то, чтобы поехать как-то более-менее стабильно. Чего, сдаюсь? Но это, если что, это нормально. Тут действительно нужно достаточно долго помучиться. Ну да, просто надо хотя бы минимальные нейронные связи, чтобы ноги у тебя начали рулить.